Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, почему тухнет духовка. Причины бывают разные, я насчитал их 8 штук. Первое, это вышел из строя датчик контроля пламени, или как его называют правильно по терминологии, термопара. Если термопара у вас не работает, она не дает необходимое напряжение на электромагнитный клапан, он в свою очередь перекрывает подачу газа на духовку. Таким образом она у вас не работает. Второе, что может случиться, это если у вас датчик контроля пламени термопара исправен, он дает свое необходимое напряжение, но это напряжение все равно не удерживает клапан в открытом состоянии. Это означает одно: вышел из строя электромагнит, собственно который и должен удерживать духовку в открытом положении. На электромагните имеется шайба, когда мы нажимаем на ручку крана плиты, шайба прижимается к электромагниту. Если термопара достаточно нагрета, по ее виткам проходит электромагнитная индукция, образует магнитное поле, и эта шайба остается как бы прижатой, примагниченной к этому электромагниту, а вместе с ней и сам клапан, который перекрывает газ. Соответственно, если он вышел из строя, то подача газа на горелку не идет. Следующая причина — это забита форсунка в горелке. То есть если вы в духовке что-нибудь, например, разлили, и это то, что вы разлили, было больших объемов, оно могло забить, соответственно, и форсунку. Обычно, если вы заливаете горелку, то там происходит звук типа вот. Это означает одно: у вас горелка залита и газ булькает, выходя на воздух. Но такого, конечно, в идеале не произойдет. Это можно проверить все опытным путем. Горелка снимается, там находится форсуночка, и эту форсуночку необходимо прочистить. Четвертый пункт — это забита горелка. Соответственно, если у вас даже форсунка в исправном состоянии, но горелка у вас, например, заржавела или долгое время работала, или опять же она у вас чем-то периодически заливалась, то отверстия у вас в горелке будут очень забиты. Если они у вас забиты, то пламя не будет попадать на датчик контроля пламени. Датчик контроля пламени, как я его называю, это понятно людям, по правильному термопара, должен находиться постоянно в огне. Если он не в огне, соответственно, если у вас горелка забита и горит, допустим, какая-то ее часть, вы видите визуально через дверцу вашей духовки, что она у вас вроде как горит, но если вынуть само дно, которое покрывает эту горелку, то вы можете увидеть, что как раз вот та вот часть, которая находится возле датчика контроля пламени, у вас не горит. И если она у вас не горит и не греет датчик контроля пламени, то такая духовка работать не будет. Необходимо снимать и чистить горелку. Следующий пункт, пятый, это в принципе элементарщина, но я считаю, что об этом нужно сказать. Слизан пластик в ручке крана плиты. То бишь, если вы поворачиваете ручку и вам кажется, что вы вроде бы ее повернули, нажимаете, а газ не идет, все может быть очень просто. В ручке плиты уже вместо необходимого, грубо говоря, отверстия в полумесяца, оно уже может превратиться из полумесяца в круглое. И соответственно ручка сама по себе крутится, но кран при этом остается в закрытом положении. И как бы кран плиты вы не закрываете, но ручка у вас проворачивает. Следующий шестой пункт — это сломан газовый кран. Если сломан газовый кран, у него может отломаться хвостик, который поворачивает сам поворотный механизм внутри этого крана, потому что сам он по себе как бы не шарового типа, а пробкового. Вот. И соответственно, если вы поворачиваете такой кран, то кран этот поворачивается штырьком. То есть штырек вы можете еще увидеть, когда снимаете ручку. Дальше там находится такой отросточек, который проворачивает шестерни. То есть в этом отросточке может отломаться вот эта железочка, которая поворачивает кран. В шестерне может отломаться какое-нибудь звено. Такое у меня тоже было. Соответственно, как бы отросточек вот этот вот вы крутите вместе со штырьком, но шестерни внутри крана не поворачиваются, соответственно не проворачивается и сам пробковый механизм. Такое тоже бывает. Следующее, что может произойти, если у вас духовка долгое время работает, ну как долгое время, к примеру, там несколько минут она у вас работает, достигает необходимой температуры и после этого бац и тухнет. То есть в чем может быть причина? Причина может быть в том, что у вас не отрегулировано минимальное пламя. Духовки зачастую, в большинстве случаев, сейчас, наверное, это уже даже 100% случаев, раньше такого не было, стоят датчики, которые контролируют температуру в духовке. Соответственно, если у вас температура в духовке достигает необходимого уровня, этот датчик, грубо говоря, сообщает, там на самом деле внутри находится керосин, который через мембрану взаимодействует, но это уже как бы подробности. В общем, что получается? У вас духовка, достигнув необходимого уровня, переходит на режим минимального пламени. Соответственно, если у вас режим минимального пламени отрегулирован неверно, то он у вас будет либо не прогревать термопару, либо пламя будет по горелке всей гулять. А когда пламя гуляет по горелке, соответственно датчик опять же не греется и у вас духовка отключает. Минимальное пламя также необходимо настраивать в духовках. Также еще один случай, который был в моей практике, последний 8 пункт, это когда термопара подключена через таймер. Есть такие плиты, в которых вы выставляете себе таймер, и по этому таймеру, когда он доходит до нуля, духовка отключается. Соответственно, термопара подключается цель
цепью через таймер. И, соответственно, задача таймера разомкнуть цепь по истечении заданного времени. То бишь, как только у вас проходит какое-то время, которое выставили на таймере, термопара, то бишь датчик контроля пламени, разрывает цепь, соответственно, пропадает напряжение на электромагните, клапан закрывается и духовка тухнет. Так работает этот механизм. Если у вас проблема с таймером, если внутри закисли контакты, либо снаружи закисли контакты, механизмы бывают и закисают и внутри, и снаружи, то у вас может тоже периодически отключаться духовка, либо не работать напрочь. Поэтому необходимо для начала проверить исправность самой термопары, проверить вольтаж, который она выдает, а уже затем приступать к проверке таймера и прочих запчастей, которые могут находиться в цепи с датчиком контроля пламени термопары. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео. Всем пока!